Ну что же, мои дорогие, мы возвращаемся к обсуждению новостей по сериалу Fate the Winx Saga второму сезону. Вы очень долго ждали, вы очень долго просили, и сегодня я наконец-то поделюсь с вами самым интересным, что касается этого проекта. Сегодняшний выпуск будет по-настоящему жаркий не только из-за того, что много новостей, и они прям плавятся в руках, а из-за того, что мне жарко. Как бы не откинуться к концу. Сегодня мы с вами обсудим, как проходит подготовка к съемкам, что новенького у основного каста, какой будет флора и какими будут новые персонажи во втором сезоне, а также посмотрим, какими будут новые куклы Винкс и что там по 9 сезону. Без дальнейшего промедления сразу переходим к сути, но сначала я представлюсь. Всем привет, меня зовут Оля, ну а ты можешь подписаться на меня, ведь ты находишься на канале Уна Пада, что означает... Добро пожаловать! На данный момент известно, что почти весь каст сериала уже находится в Ирландии, в стране, где и проходят съемки. Это стало известно по сторис актеров, где мы увидели, что они вместе отмечали день рождения чувака, который исполняет роль Дейна. В общем, больше я, наверное, об этом не буду говорить, не хочу лезть в личную жизнь актеров. Из интересного, еще в мае этого года в сторис с инстаграм-аккаунта Kelruddery House, это место, где как бы типа и находится Алфея, если вы смотрели первый сезон, скорее всего, уже узнали эти места, подтвердил, что второй сезон этого сериала будут снимать также на их территории на протяжении всего лета в разных местах. И Брайан в мае также рассказывал, что он откладывает все свои дела, даже скайдайвинг, ради посещения зеленых мест. Скорее всего, здесь имеется в виду павильон, где съемки проводятся на специальном зеленом фоне, об этом я еще рассказывала в предыдущем выпуске. Хотя сам Страффи, папочка Винкс, сообщил, что съемки начнутся в середине июля и продолжатся до ноября 2021 года. И кому верить, непонятно. А вообще, с учетом ковидной обстановки, скорее всего, по приезде в Ирландию все актеры должны провести какое-то время на карантине, чтобы все точно переболели, если вдруг, и все точно убедились, что никто не является переносчиком, а возможно их там и провакцинировали, кто знает. А еще тут появилась информация, это так, больше на уровне слухов, что возможно второй сезон продлят еще на 7 эпизодов, то есть раньше нам сообщили, что во втором сезоне будет 8 эпизодов, это на 2 больше, чем в первом, а теперь нам говорят, что их, видимо, будет вообще 15, что ж так хорошо-то. Если в втором сезоне будет 15 серий, это как раз будет хорошо, и это будет достаточно близко к тому, сколько серий и сколько по времени вообще идут сезоны Винкс оригинальные, потому что там они шли 26 серий по 26 минут, здесь 15 серий по 60 примерно, или по 50, что-то в районе того. То есть, в принципе, примерно так же получается, как и сезоны Винкс. Я считаю, что нужно 10. Наверное, да, 15 это многовато, но я больше выступаю за 10. Ну и поделюсь с вами красивейшими, потрясающими просто фотографиями с локацией, где будет проходить съемка. Как и обычно, нас порадует тем, какая же красивая природа в Ирландии. Что же новенького основного каста? Тео Грэхэм, это который как раз играет Дейна, в инстаграме делится, как он подкачался, и говорит о том, что он вернется к занятиям в ноябре. То есть это действительно означает, что съемки будут проходить примерно где-то полгода. И это в 2 раза дольше, чем снимался первый сезон. Ну и Дэнни Гриффин, который играет Ская, тоже не отстает и делится своими сочными фотографиями, как он подкачался на специальной тренировочке, угадайте к чему. Так, девочки, собрали свои слюни, движемся дальше. В конце мая некоторыми внешними изменениями поделилась и Эбби. И знаете, что она сделала? Она отрезала челку. И знаете, что это значит? Что это почти каноничная прическа Блум. Особенно эта фотография в голубой кофточке меня просто покорила. И дала мне снова понять, что Эбби та самая, известная по всему миру, настоящая Блум. И наша музычка, а точнее актриса Элиша Эпплбаум, обновила тоже свою стрижку, и теперь у нее короткие волосы. И это, в свою очередь, значит, что во втором сезоне муза у нас будет с короткими каноничными хвостиками. Какая же милота. И говоря о внешнем виде, самый Джинни в своем недавнем интервью отметил, что костюмы в первом сезоне были, такие не очень, и они должны быть лучше. И они будут лучше, сказал Страффи. А еще тут заметили в сторис Сары, которая исполняла роль Норы и довольно быстро ушла из повествования первого сезона, заметили, что она находится как раз рядом с замком, где как бы и происходит основная съемка. И у меня тут появилась теория, что может быть Нору вернут и сделают из нее, как мы как раз и хотели, как бы такую местную Текну. Что вы думаете по этому поводу? Хотя я не знаю, там, по-моему, эти обожженные ее так растерзали, что, мне кажется, она реально не могла выжить. А теперь переходим к насущному вопросу. В появлении Флоры во втором сезоне сериала. Она описывается как фея Земли, так же, как и ее кузина Терра. Кузина, если что, это двоюродная сестра. И она девушка с добродушным характером, но скрывающая темный секрет. По сериалу ей
должно быть в районе 17-18 лет, то есть она старше Винкс на 1 год. Российский фан-аккаунт в Твиттере сообщил информацию, которую они получили из надежного источника, о том, что на роль Флоры ищут девушку уже с начала этого года и предпочтение отдают девушкам с наружностью такой латиноамериканочки. Конечно же, лучше всего, чтобы у нее был классный английский и чтобы у нее были латиноамериканские корни соответственно. Ранее появлялась информация о том, что эту роль может сыграть девушка по имени Морган, об этом я как раз рассказывала в предыдущем выпуске с новостями, а теперь появилась информация о том, что, возможно, эту роль исполнит Перла. Она мне немножечко напоминает итальянского косплеера Джорджа, чуть ли не самую первую косплеершу в нашем Винкс-фандоме, она делала как раз образы Флоры, и ее даже однажды приглашали на итальянское ТВ-шоу. Также заметили, что на Катарину подписались некоторые участники основного каста, и это, конечно же, дало пищу для размышлений, возможно, она станет Флорой в этом сериале. Как вы думаете, может ли эта девушка исполнить такую роль? Но пока что самой вероятной претенденткой на роль Флоры в этом сериале является Паулина Чавес. У нее есть все характеристики, о которых я рассказывала ранее, также у нее есть уже опыт в съемке сериалов на Netflix, ну и в целом выглядит она довольно милой, и мне почему-то кажется, что такую девушку вполне себе могли взять на эту роль. Как свободолюбивая фея Земли с дружелюбной энергией, Флора легко нравится людям, но в ее непринужденной натуре лежит мрачная тайна, объясняемая травмой из прошлого, которая и привела Флору обратно в Алфею, чтобы там она столкнулась лицом к лицу со старым врагом. Флора узнает о естественном происхождении своих сил, что и поможет раскрыть самые большие тайны сезона. Говоря о новых персонажах, появились такие имена, как Девин и Айви, но есть информация, что, возможно, это имена обманки, потому что Айви означает плющ, а Девин — это поэт. Возможно, это сделали чисто для того, чтобы раньше времени не спойлерить, какие герои появятся во втором сезоне, и пока что просто как бы прикрыли новых персонажей такими никнеймами, чисто для прослушивания. Точно так же делали при съемках Ведьмака. Еще одна очень интересная новость. Матеус Армас пробовался на роль Брэндона во втором сезоне. Тут надо понимать, кто такой Матеус. Он просто фанат Винкс, ну и, конечно же, актер. И это очень интересный кейс с тем, что фанаты, возможно, могут принять участие в съемках сериала. К сожалению, Матеус так и не прошел этот кастинг по той информации, которая есть сейчас, но, в принципе, мне нравится то, что те ребята, которые занимаются съемками этого сериала, обращают внимание на молодые таланты среди фанатов Винкс. Также интересно, в принципе, вероятное появление Брэндона во втором сезоне, а в тексте, который говорил Матеус для прослушивания, также упоминалась и диаспора как возможная его невеста. Та-да-да-там. Также мы узнали о новом персонаже, у которого будет имя Грей, и он будет довольно необычным мальчиком, потому что это транс-мужчина, ему примерно 17 лет. Грей на верном пути к становлению самым лучшим и выдающимся специалистом Алфеи, несломленный. Тело убийцы, есть дар харизмы, легко понять, что у него с Аишей любовь. Опачки. Но когда из теней выходит главный антагонист сезона, верность и любовь Грея будут проверены на прочность сильнее прежнего. И еще один интересный новый герой по имени Себастьян. Ему, как говорится в новостях, примерно 30-35 лет, но при этом он типа специалист, ученик Алфеи. Я как бы не против, это не эйджизм, если что, но, наверное, это будет первый такой прям возрастной ученик Алфеи. Он описывается как студент с блестящим умом, но сомнительной моралью. И, конечно же, в этом описании многие нашли такого типа Тимми, но я не очень уверена, потому что возраст ему дан какой-то очень большой для того, чтобы он был простым специалистом и, возможно, каким-то образом взаимодействовал напрямую с Винкс. В общем, я пока не уверена. Как вы думаете, кем могут стать эти новые герои, как бы на замену основных персонажей Винкс? Если у вас возникнет вопрос, хорошо, но а кто же исполнит эти роли? Я вам скажу, что он очень логичный. И тут недавно на сайте IMDb, где в основном выкладывается довольно такая правдоподобная информация, но вот иногда бывают фейлы, появился некий Киану Снайдер, в котором было написано, что он сыграет роль Алекса. И о нем как бы нигде раньше не говорилось. Многие предположили по внешнему виду этого актера, что он будет исполнять роль Грея, но в результате его удалили из списка. То есть, видимо, это был какой-то вброс. Не получилось, не фартануло. А что же со злодеями? Ну, как-то пока вообще ничего, о них даже и не говорят. Но совсем недавно один из моих зрителей, Паша, привет, скинул мне интересную подборку с тем, что
Трикс могли бы вполне себе исполнить девчонки из Little Mix. Посмотрите, какие красотки и как они похожи. Ну просто. Но, конечно, об этом остается только мечтать, потому что, мне кажется, бюджет этого проекта совсем не потянет таких звезд. Одна из интересных и, конечно же, важных новостей — это появление Winx в линейке коллекции Бершка. Это было неожиданно, но в то же время очень ожидаемо, но как-то маловато, потому что пока что нам показали и выдали на прилавках только маленький топик. Но что интересно в этой новости, это то, что этот топик состоит как минимум на 25% из переработанного полиамида. Все такое типа эко. Хотя, конечно, вопрос, откуда такая цена, потому что в России этот топик стоит почти 1200 рублей. Маленький, примерно такой же, как раньше мы покупали на рынке, и сейчас он продается в Бершке и стоит 1200 рублей. На самом деле я очень рада появлению вещей Winx в Бершке, потому что до этого мы видели некоторые коллаборации с аниме, некоторые коллаборации с другими мультсериалами, в частности с Bratz, а вот в Winx мы как-то все не могли дождаться, и наконец-то это произошло, и наконец-то начали выходить вещи для взрослых фанатов, а не только для маленьких девочек, и это классная новость. Но хотелось бы, конечно, видеть хотя бы пошире линейку, возможно, не только для девочек, но также и для мальчиков, потому что я вижу, что запрос такой есть. Хотелось бы просто, наверное, видеть какие-то вещи унисекс. Рубрика Epic Fail. Компания Rainbow никак не может получить права на торговую марку Fate the Wing Saga из-за того, что в названии содержится слово «сага». Они с апреля борются за этот товарный знак и никак не могут его получить. Возможно, это и есть одна из причин, почему так мало мерча, почему в России, где этот сериал довольно-таки популярен, как и сами Winx, ничего особо как-то не появляется. Одни проблемы в этом маркетинге, ребята. И опять релиз приквела Fate the Wing Saga Light in the Fire перенесли. И если раньше перенесли просто на пару месяцев, то теперь перенесли, на целый год вперед. Он должен был выйти где-то в октябре этого года, а теперь его перенесли на июль 2022. Но с учетом того, что вроде как предварительно говорят, что второй сезон Fate the Wing Saga выйдет как раз где-то в июле 2022 года, это даже как-то выглядит логично. То есть они поднимут волну интереса к этому сериалу снова. Они выпустят эту книгу, где будут рассказывать, как вообще так получилось, что Фара нашла Блум, как другие девочки пришли в Алфею и так далее. Ну и расскажут предысторию, то, что произошло перед первым сезоном, и, конечно же, покажут второй сезон. Вроде как логично. Но, я хотела этой осенью уже почитать эту книгу и узнать, что там случилось перед первым сезоном. Обидно. Ну и переходим к обсуждению новых кукол Winx. Компания Rocco Giocattoli теперь стала новым дистрибьютором кукол Winx по Италии. Для нас, как для покупателей, тем более живущих в другой стране, я думаю, это почти ничего не меняет, потому что, в принципе, мы из другой страны, что они нам сделают. А производителям также останется Vita Toys, как и раньше, но все-таки некоторые изменения произойдут. По слухам, новые куклы будут иметь новые лица, которые, по сути, не будут особо отличаться, будут отличаться только цвет глаз. Размером они будут 23 сантиметра, у них будут новые тела и шарниры в коленях. Я надеюсь, сами Rainbow понимают, что с куклами у них пока что плоховатые выходят дела. Если они не предпримут какие-то большие изменения, то будет плохо. Возможные названия новых коллекций — это Magic Reveal. Это напоминает мне чем-то Color Reveal у Барби. Скорее всего, будет примерно такая же фишка, но, если честно, скорее всего, они уже опоздают с этим. И также новое название — это Blink the Wings. Скорее всего, это какой-нибудь набор для изготовления своих собственных крыльев и для украшения их. Такая больше детская какая-то забава. Обещают еще одну коллекцию, название которой пока неизвестно. И вот еще одна промо-фотография. Пишите в комментариях, что вы думаете об этих аутфитах, нравятся вам они, не нравятся, и собираетесь ли вы еще покупать новых кукол Winx. Я отмечу, что образ Стеллы на этих куклах очень сильно напоминает один из костюмов Стеллы из Fate the Wing Saga. И, наверное, это является намеком на то, что нас ждет линейка кукол по сериалу, но вот не хочется мне их видеть с этими странными лицами. Можно, пожалуйста, для взрослых фанатов сделать что-нибудь пусть подороже, но как-то, не знаю, поприкольнее, пожалуйста. Ну и еще мне нравится здесь комбинезончик Текны. Я понимаю, что, наверное, это не совсем что-то прям винксовое, но такой стиль мне близок, и поэтому мне бы было интересно увидеть эту куклу в реальности, и, возможно, я бы такую себе и приобрела, хотя бы чисто ради аутфита. Но обещают, что новые коллекции кукол Winx появятся в свободной продаже в Италии уже этой осенью. Забавно, что сам бренд Rocco Giocattoli буквально через сутки после того, как выложил промо-фото, удалил эту фотографию из своего аккаунта. Сейчас вообще нельзя найти ни одного упоминания Winx в их инстаграм-аккаунте. Интересно, что случилось. Кто-то с кем-то что-то там не договорился, видимо. Ну что же, 9 сезон, ребятки. Что там по 9 сезону? А там полный пишут тут, что, возможно, целиковый 9 сезон будет в 3D.
И вот так вот примерно он, видимо, и будет выглядеть. И что это такое? Это типа симбиоз Блум второй полнометражки с Флорой из 3D, которая Никелодиума. Я пока сама не разобралась. Но это хотя бы выглядит интересно. Меня все еще беспокоит тот факт, что они делают такие большие изменения, оставаясь в рамках основного сезона. Но при этом, с учетом того, что, видимо, они уже по-другому никак не могут, никак не представляют продолжение своей основной франшизы, возможно, это будет неплохим выходом. Надеюсь, хотя бы анимируют это все они адекватно, потому что это пластмассовая анимация в 5 и 6 сезонах меня просто выводила из себя. Надеюсь, я больше такого не увижу. Также интересна новость о возможном спин-оффе с историей Трикс. И, ребят, если они сделают это действительно годно, это то, что мы ждали. То раз уж у Rainbow как-то не осталось классных идей, и им хочется поэкспериментировать, почему бы не сделать какие-нибудь спин-оффчики, почему бы не растить историю вдаль, а растить ее как бы вширь и рассказывать, что еще происходило, помимо того, что мы видели там в первых 3 сезонах. Тем более, учитывая новость, что вроде как официально Rainbow для себя разделил франшизу на 2 части, первые 3 сезона и последующие более актуальные сезоны, вполне себе возможно, что они будут делать новый оригинальный контент именно для взрослой аудитории. Вот в этой новости с разделением франшизы на 2 части интересно, а куда же они дели 4-й сезон? Потому что по всем параметрам он больше подходит к первой половине как бы истории Винкс, и я бы, скорее всего, действительно отнесла 4-й сезон к первым 3, чем к последующему актуальным, потому что он как-то, жестковат по сравнению с тем, что сейчас выходит. И вообще, что за дискриминация, блин? Где мой любимый 4-й сезон? А может, они просто отказались от 4-го сезона? Типа, ничего не было? Тебе показалось? Ничего не было. Ну а также Rainbow планирует выпускать полномасштабный театральный фильм, скорее всего, речь идет о полнометражке, и они снова собираются завоевать американский рынок. И еще одна новость, к сожалению, грустная. Журнал «Волшебницы Винкс» закрываются в России. Ближайший выпуск журнала станет последним. Увы, пишите в комментариях, какой выпуск журнала вы помните лучше всего, какой был ваш самый первый. Вот моя история Винкс, например, началась как раз с 3-го выпуска журнала. Ну что же, мои друзья, это были все интересные новости, которыми я хотела с вами сегодня поделиться, самые сочные, самые актуальные. Надеюсь, вы уже отметили мои старания лайком, а также подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали, и включайте все уведомления. Так вы точно никогда ничего новенького, интересненького не пропустите. Желаю вам чудесного дня и до скорого!